вот Poco X8 Pro. Вот знаете, всегда среднебюджетные смартфоны это была такая себе смесь компромиссов каких-то. То производительность страдает, то камеры, то охлаждение, то материалы корпуса. Ну, тут вот, знаете, в этом году, в 2026 году, Xiaomi со своим суббрендом Poco, покажи, пожалуйста, какой он красивенький у нас, пошли на какое-то ультимативное решение, и в цене, допустим, которую вы сможете узнать, кстати, по ссылке в описании под видео на момент съемки этого обзора, то цена за этот смартфон, она предельно низкая. Объясню почему. Потому что, давайте так, вот давайте первое показываю, что у нас есть. У нас есть тоненький смартфончик, который, несмотря на всю его, скажем так, на все его габариты, он весит там 200 с мелочью грамм. Они умудрились сюда, инженеры, впихнуть 6500 мАh батареи. Если вы думаете, что вот опять они ушли в компромисс энергоэффективности, то они сюда поставили Dimensity 8500 Ultra, а на этом процессоре уже можно классно поиграть. И сразу вам буду немножечко развеивать их маркетинг, хотя они заявляют про 2 миллиона Antutu, в реальных условиях у меня больше 1,5 миллиона получить не удалось. Все-таки телефончик немножечко тротлит и падает примерно до 81% своего быстродействия после там 10-15 минут работы. Ну и по поводу зарядки. Имея 6500 мАh, его надо быстренько заряжать. 100 Вт, гиперчардж. Он здесь не то, что есть. В комплекте еще положили зарядочку. Ну, как обычно там, да, Xiaomi показывают. Что в комплекте? Зарядка, кабель, наушники, автомобиль, 2 микроволновки и, конечно же, тарелка для разогрева. Ну, это я, конечно же, шучу. Тарелка для разогрева одна. При этом я говорю сразу минусы. Несмотря на то, что здесь шикарнейший 12-битный экран, 68 миллиардов цветов, 120 Гц. Ну, разрешение мы потом уже с вами более детально посмотрим. При этом этот экран имеет и Dolby Vision, и HDR10+. Но какого черта нет LTPO? То есть элементарно, этот AMOLED экран не может менять частоту от 1 до 120 Гц. То есть вы его фиксанули 120 и он работает. Кстати, сначала были цвета Shadow Black, потом какой-то мятный и какой еще там белый, какой еще был, да? Да. Ну, то есть, в общем-то, я уже даже не помню эти названия, но вот я ждал и не покупал ее, я дождался вот этот Bold Yellow. Ну, реально топовый вообще дизайн получился. Вот эта вот тонкая алюминиевая рамочка, это просто класс. То есть здесь конкретно они применили алюминий. При том, что у нас по камерам, извините меня, 50 мегапикселей, фазовый автофокус, со съемкой HDR и, честно вам скажу, ультраширик полная гадость. Да, ультраширик шумит, фигня, но вот основная камера меня поразила в телефоне такого вот класса. При том, что у нас есть оптический стабилизатор, а также есть ускоренная, вернее, съемка замедленного видео, таймлапсов до 960 FPS в 1080p. Часто снимаете, да? Ну, я прям очень сильно часто снимаю вот эти таймлапсы, и кому они нужны, непонятно. А главное, что эти гады умудрились впихнуть в смартфон среднего бюджета нормальную память. LPDDR5X, да, на секундочку, по-моему, даже до 4800 МГц, а и плюс UFS, кстати, поправьте меня, если я не прав, UFS 4.1 хранилище, это очень быстрое хранилище, какого черта во флагманских моделях не во всех впихивают такие, допустим, экраны и такие вот, и такую память, а при этом еще, если к экрану вернуться, на секундочку, стандартная яркость 2000 нит, ну, как в стандартном режиме, без HDR, это пиковая стандартная. И пиковая HDR яркость 3500, я уже так засомневался немножечко в своем смартфоне. А возвращаясь к камерам, могу сказать, что съемка видео, она стала просто неимоверной. Знаете почему? Потому что сейчас я дам своей помощнице, лисичке, вот этот вот элементарный смартфон. Она уже понимает, что мы сейчас будем делать. Сейчас мы включим здесь стабилизатор. Вот. И она будет меня снимать наравне с Google
Pixel 10 Pro XL. Давай, я включаю. Ну как? Все, пойдет? А ну давай, поперемещайся чуть-чуть. Давай, а ну потопай слева вправо. Да, это вот два смартфона. Потопай, нормально потопай. В боковинке. Мы оцениваем еще и стаб сразу здесь, на месте. Надо же контролировать теперь два кадра. Теперь два кадра. Топать. Два кадра контролировать. Камера получилась просто шикарная. Даже фронталка. Да, фронталка не снимает 4К, как у того же самого пикселя в 60 Гц. Она снимает 1080p в 60 Гц. Но она снимает неплохо. Даже в условиях какого-то очень слабого освещения. Оно нормально снимает там? Восхитительно, да? И вы сейчас видите меня, вот два меня, скажем так, вы сейчас видите на экране один и на экране второй, разделим пополам, короче, и вы будете понимать, что снимает-то он нифига себе не хуже, чем Google Pixel 10 Pro XL. Да, вот такие вот дела. Да, у него есть стаб, у него нет каких-то там сумасшедших зумов, но для обыкновенного человека оно и не надо. И это хорошее, ну, если вы, допустим, хотите ультимативное решение для игр, конечно, берите Max-версию, но это хорошее решение, компакт смартфона с хорошей батарейкой. Там, кстати, частота опроса экрана до 3840 Гц, а это конкретно для игр, да, для улучшения тактильности. При этом с нормальным процессором, с нормальной графикой, которую мы сейчас посмотрим. Ребят, это просто-напросто шикарный сейчас вариант за его деньги. А самое прикольное в этом экране, то что, ну, вообще в смартфоне, то что у него есть сертификация, и в Netflix он будет показывать вам с Dolby Vision, в YouTube, например, будет показывать с HDR, для любителей контента самое то. И применили вот такое нестандартное решение для того, чтобы убрать шим дымирования на 3840 Гц. Да, действительно, у него практически нет как такового шима, вы его здесь сейчас в камере не видите, да, как такого мерцания, да, и в принципе вы его не увидите, даже если включать его с другой задержкой, абсолютно практически нет шима, и глаза ваши не устают. Очень тонкие рамки. Я оцениваю, понимаете, мы можем сейчас с вами начитать каких-то характеристик, но давайте мы просто оценим это визуально. Вот покажи, пожалуйста, это же тонюсенькие рамочки, их же практически не видно. Вот этот вот универсальный инфракрасный пульт, это тоже классная тема, но что раздражает? Раздражает HyperOS 3, твою мать. Хотя у меня и нет рекламы, я так понимаю, что это зависит от регионов. В некоторых регионах у людей перенасыщена рекламой даже сам по себе интерфейс. У меня рекламы абсолютный ноль. Но очень сильно впечатлило развитие искусственного интеллекта. Очень много искусственно-интеллектуальных фишек сюда напихали. И, конечно же, работа с экосистемой Xiaomi оставляет вот его, вернее, даже, знаете как, и работа с экосистемой Xiaomi делает его действительно полноценным членом семейства Xiaomi команды. Ребят, пошли сейчас его, наверное, распакуем с вами, посмотрим. Это такой беглый обзор того, что я купил за очень вменяемые деньги. А потом сделаем выводы. Но перед этим, пожалуйста, подпишитесь, нажмите колокольчик. Поехали. Распаковочка. Давайте. Poco X8 Pro. Тут на самом деле уже ничего на коробке не пишут, при этом рассматривать нечего. Кроме того, что здесь у нас 8256 и это Yellow. Да, у нас Poco X8 Pro Yellow. Коробка. Сразу говорю, в коробке у нас есть. Давайте. Скрепочка. Пригодится нам сейчас. Есть у нас чехольчик. Это тоже очень важный аспект, потому что без чехлов такие телефоны тяжело эксплуатировать. Кстати, чехол неплохой, силикон. Хороший силикон с текстурой внутри. Прям такой приятный. Сам по себе телефон, сейчас к нему вернемся. У нас тут есть, смотрите, 100-ваттная зарядочка. Xiaomi-шная, 100-ватточка. У нас есть вот такой вот кабель фирменный. Тоже обязательно хорошо, что есть в комплекте. И сам по себе смартфон. Ой, какой он прикольный, слушайте. Смотрите, металлические рамки, скорее всего алюминий. Я пока не готов утверждать, я просто первый раз вообще в руках держу. Снизу один микрофон, сверху второй микрофон для шумодава. Здесь сразу бросается в глаза порт инфракрасный для управления разными устройствами. То есть здесь универсальный пульт. Type-C-шечка. Есть у нас, смотрите, вот такой вот момент по двум симкам. Только две симки можно, без microSD карточки. Расширить нельзя. Дальше. Ну, есть динамик один, скорее всего, здесь стереодинамики, потому что это Pro-версия. Здесь тоже он есть, но здесь он в подэкранном динамике, вернее, на экранном верхнем. Дальше качельки регулировки громкости. Сзади видим две камеры и вспышечку. Посмотрим обязательно, какие они. И есть у нас
Слушайте, а это пластик или что это, или стекло? Похоже на пластик. Похоже на пластик. Это уже потом тоже будем выяснять. Сверху есть пленка, что тоже очень неплохо. И возможно, в кнопке есть отпечаток пальцев, либо он подэкранный, но тоже я еще ее не видел. Вот я его только купил, думаю, распакую и сниму вам обзорчик. Все, настраиваем, переходим дальше, снимаем. По самой системе этого смартфона. У нас, как мы видим, да, Xiaomi Poco MT6899 платформа. Ну, это версия 8 на 256 с заявленным Bluetooth 5.4. И тут у нас есть один момент. Давайте пойдем посмотрим на процессор. Это Dimensity 85 2.0 Ultra. Это прям очень неплохо, потому что это 4 ядра Cortex A725 по 2,2 ГГц, 3 ядра Cortex A725 по 3,2 ГГц и Cortex A725 по 3,4 ГГц. 4-нанометровый, 64 разряда. И как бы у нас здесь еще, давайте войдем посмотрим на видеоскрипте. У нас Mali G720 MC8, 120 Гц у нас экранчик и разрешение 1268 на 2756. Конечно же, с HDR10+, с Dolby Vision, и здесь очень огромное количество поддержки всяких различных форматов. Учитывая то, что здесь заявлено 2000 нит, могу сказать так. Мы получили, сейчас вы видите вставочку, как мы замеряли, мы получили почти 1600 нит, но здесь хитрый момент. 2000 нит это пиковая яркость, а 3000, да, там, как они заявляют, 3500 нит пиковых, это в HDR яркость Dolby Vision, HDR10+. Но яркость мы подтверждаем, он действительно яркий, пиковую мы получить не можем, потому что для этого нужны специальные узкоспециализированные тесты с плавающими белыми, ну, со специальными роликами с белыми пиковыми значениями. На ролике «Дикая река» мы можем с вами, кстати, увидеть и проверить то, что он декодирует HDR. Да, HDR мы видим 2160, смотрите. И вот здесь вот мы уже сможем с вами достичь пиковой яркости. Конкретно мы видим вот правильное воспроизведение самого HDR. Экран просто шедевральный. Я вам серьезно говорю, очень сильно ярко. Я, наверное, даже прикручу на камере яркость. Сильный пересвет идет. Очень сильный пересвет. Давайте по звуку. Стереозвук, как я и говорил, вот здесь вот у нас подэкранный динамик один, ну не подэкранный, именно вот здесь вот там, где заушный, там, где динамик слуховой и плюс нижний вот этот вот динамик, это у нас стереозвук. Звук неплох, достаточно приятный, чистый и басистый, могу сказать. Вот, видите, вот эти части, они должны воспроизводиться различимыми. Ну, я не знаю, камера, наверное, в пересвет уйдет из-за такой яркости, но здесь вот именно правильно воспроизводит. Приятно, приятно. Кстати, мы даже видим, когда мы начинаем воспроизводить, у нас он уходит в пересвет. Вот смотрите, разворот на раз, и у нас включается повышенная яркость. То есть вот это вот именно в таких моментах мы можем уловить пиковую яркость до 3000 нит. В Netflix мы видим у нас воспроизведение Dolby Vision и пространственного звука, значит, все здесь сделано с этим правильно. И Netflix, кстати, воспроизводится очень даже неплохо. Смотрите, с хорошим звуком, с хорошей яркостью. То есть по мультимедиа контенту у нас здесь вообще вопросов никаких не будет. В тестах производительности, в частности в AnTuTu, он у меня набрал 1 493 560 баллов. В принципе, мы еще проводили ему тротлинг-тест. Вы сейчас видите вставочку. В результате тротлинг-теста мы зафиксировали падение до 81% производительности. То есть да, у нас есть стандартный тротлинг, который есть на всех телефонах. Это нормальный процесс во избежание, скажем так, повреждения процессора от перегрева. Но скажу так, что в некоторых играх, вот, например, мы сейчас играем в Genshin Impact, да, спокойно можете играть, вообще без вопросов. Он его вытягивает на хороших настройках. Но через время, там, допустим, 10, 20, 15 минут игры, вы уже начинаете чувствовать относительно нормальный такой себе нагрев. Почему? Потому что многие пользователи, кстати, на форумах жаловались конкретно, что бывает и больше 48-50 градусов. Ну, такая уж особенность. Мы играли также спокойно в PUBG Mobile, без проблем, без каких-либо. Ну, вот здесь у нас был самый большой нагрев в PUBG. Очень хорошо отличается при этом экран. Давайте вот учитывать то, что здесь, ну, в PUBG у нас были
настройки ставились высокие с максимальным количеством, вернее, с высокой частотой кадров, учитывая то, что здесь 12-битный экран, да, 120-герцовый, то это прям вообще шикарно смотрится. Мне абсолютно понравилось, тут классно. При том, что мы играли еще в Shadowguns Legends, и в Shadowguns Legends мы тоже смогли играть на высоких настройках, 60 Гц, то есть никаких тормозов, лагов у нас не вызывало. То есть на смартфоне вы можете спокойненько себе играть. По поводу камеры. Для меня, конечно же, вот для пикселевода камеры это отдельный какой-то вот свой фетиш. Давайте я вам здесь запишу тестовый ролик. Давайте так перевернем. Привет. Привет, это тестовый ролик на Poco X8 Pro, 1080p 60 Гц на фронталочку пишет, давайте вот так вот, на фронталочку пишет, и в принципе очень даже неплохо, но пиксель, например, пишет 4К 60, ну здесь при том тоже это хорошо. Мы тестировали камеру, вот так вот он фотографирует в режиме портрет, давайте, вот, пожалуйста, это хорошие снимки, это реально хорошие снимки, даже при неполном освещении. Смотрите, достаточно очень все неплохо. Не скажу, что это прям топовое. У него есть, кстати, стабилизация, да, оптическая. Смотрите. То есть это наш тест. Мы очень любим именно таким образом, когда у вас есть прямая линия, вы видите, насколько у вас идет отклонение. Здесь почти отклонений нет. То есть стаб есть, и его даже слышно. То есть ты когда там стучишь, у тебя даже слышно здесь, ну, грубо говоря, наличие стабилизатора. Отлично отрабатывает экспозиция. Мне нравится мягкое размытие даже в режиме простой фотографии заднего фона. Смотрите, как это все выглядит. То есть, видите, у нас очень хорошая фокусировка. То есть он мылит передний, мылит задний, и можно точечно фокусироваться. Это очень неплохо, это ширик. По камерам я вам скажу зачет. Смотрите, насколько экспозиция классно отрабатывает. То есть у нас нет упадения в темноту. И в принципе, видите, у нас даже здесь экспозиция хорошо сработала. И в принципе за такие вот деньги, я вам скажу, это прям вот неплохо, совсем неплохо. При том, что у нас видео, возможно, съемка в 4К, смотрите, 60 Гц. Фронталочка, как я уже говорил, 1080p 60 Гц. Есть проф-режим со всеми стандартными, с выдержками, с балансами белыми, с белого, с автофокусом. Но это все, кстати, обеспечивает то, что у нас одна камера 50 мегапикселей с апертурой 1.5, она 26-миллиметровая, широкая. И вот именно фокус у нас, это классно, то, что он фазовый. То есть здесь фазовый автофокус со стабилизацией, с АИСом. Вторая камера у нас 8-мегапиксельная с апертурой 2.2, 15-миллиметровая, ультраширик. Поддерживается HDR и панорама. И селфик у нас 20-мегапиксельный с апертурой 2.2, широкая, 1080p 60 Гц. По камерам зачет. Вот серьезно, ну вот расскажите мне, пожалуйста, за такие деньги, какой смартфон может обеспечить вот такое вот качество съемки. Потому что оригиналы фото, видео я разместил вам именно в описании под видео. Ну, давайте пойдем обсуждать с вами его дальше. В самих настроечках мы можем посмотреть с вами, что это у нас HyperOS 3 версии. Вот, пожалуйста, версия Android 16. Кстати, данные смартфоны относятся не к бюджетным версиям, поэтому рекламу вы здесь не увидите, как обычно любят рассказывать, что там Xiaomi и все остальное. У нас есть взаимосвязанность. Он очень хорошо работает с системой Xiaomi, с машинами, с планшетами, может отображаться именно на планшетах Xiaomi, да, там прям экран смартфона, он с этим всем совместим. Есть у нас Xiaomi Hyper AI, это у нас, кстати, искусственного интеллекта здесь очень много. У нас динамические обои, ИИ, видели, какие прикольные. У нас есть ИИ-писатель, у нас есть творческий помощник. Имеется в виду, что мы можем делать четкость изображения, можем распознавать речь, делать переводы и делать ИИ-субтитры. Конечно же, еще и с удалением. Но обычно удаление чего-то с фотографии работает все равно через Gemini. И особо здесь на что-то эксклюзивное рассчитывать не стоит. По дактилоскопическому сканеру, то есть смотрите, у нас он находится вот здесь внизу, это все очень быстро работает. То есть распознавание практически мгновенное. Все. Просто шикарно. В качестве выводов скажу. Можно играть? Да, пожалуйста, играйте во все, что хотите. В 3D-проекты. Греется? Да, немножко греется. Мне понравился именно быстродействие. Мне понравился экран. Ну, блин, классный экран.
Звук, шикарнейший звук, просто идеально классный звук. Мне нравится то, что в Netflix есть Dolby Vision сертификация. И главное, в ютубчике с HDR-чиком проигрывает. То есть это мультимедийно-игровой комбайн с классной батареей, с хорошей реализацией и с хорошими материалами корпуса. Наконец-то мы получили какой-то среднебюджетный субфлагман, который сместился ближе к флагманам, чем ближе к бюджетным смартфонам. И это встречается не часто. Не у всех производителей. Разочаровывает HyperOS, но это уже дело вкусовщины. А так, рекомендую за те деньги, которые он сейчас стоит. Это просто топчик. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.